Добрый день, меня зовут Сергей, вы на канале iHorn Mobile. На нашем канале мы вам покажем и расскажем, как мы из этого автомобиля, как этот автомобиль будет превращаться в автодом индивидуального проекта. У нас сейчас автодом Hummer Grand Canyon, но он нас не совсем устраивает, и поэтому решили сделать уже для наших нужд, в общем, сделаем полную перепланировку от слова совсем. Он будет совсем не такой, как Hummer. Итак, что ты уже сделал? Я снял уже перегородку. Ну да, брось, а то уронишь. Да. Вот. Обшивку уже поснимал там. Осталась вот последняя часть. А это как делается? Там тут, в все очень просто. Там такие клипсы, как дюбель с гвоздем. В общем, гвоздик сначала вытаскиваешь, и потом уже сам дюбель. Вот. В общем-то, это несложное. И перегородка уже исчезла. Теперь, конечно, намного просторнее и свободнее сразу стало. По интернету нашел человека, который хотел двери со стеклами. Вот. У него без стекол были. Мы поменялись, и все. Никаких расходов. Прекрасно. Вот, наконец-то пришли окна. Тоже очень долго ждал их. Все думал, какие взять. Вот, решил такие. Они специально для кастомвагона сделаны. То есть маленько выгнутые. Эти кемперские окна. Вот, с них сделал шаблоны. То есть, чтобы уже 100% по контуру окна вырезать окна. 2 штуки я уже вырезал в задней части слева и справа. Потому что мне нужно было железо для того, чтобы закрыть вот эти вот дыры в потолке. Там были окна, были стекла стояли, просто глухие. Но я их тоже вырезал, убрал. На это все будет закрываться, чтобы они нам не нужны. Как туда люк пойдет еще. Будет опять вырезаться. Но сначала, к сожалению, надо закрывать. Потому что люков по размеру, такого размера, именно такого размера, какие сейчас дырки есть, просто-напросто нет. Они все меньше. Вот, были бы больше, то проблем не было бы. Дорезал бы, да и все. А так придется заварить и потом по новой вырезать. Как-то так. Что делать? Вот это железо от боковых окон, которые я вырезал сзади. Вот я их возьму для, чтобы закрыть верх. То есть отчертил контур. Теперь вырезать. Вот, попробовал вырезать ножницами по металлу. Из этой истории у меня не получилось ничего. Почему, не знаю. Или руки не те, или ножницы не такие были. В общем, как обычно. Подумал. И взял болгарку. Вот, ей получится 100%.
И по щучьему велению закрыты наши дырки. Спасибо, конечно, Вовчику. Помог, молодец, красава. Заварил, блин, ну, просто идеально. Спасибо, Вован. Ну и теперь переключаемся опять на боковые окна. Вот, для этого вот эти вот ребра жесткости надо удалить, надо их отпилить. Здесь, конечно, тоже как бы танцы с бубном. Ну, в принципе, все нормалек. Надо также болгаркой резать. Другого варианта нет. Сверху, снизу обрезать, отпилить. Они просто приклеенные. Ну и потом ножом отрезаются, да и все. В общем-то, сейчас увидите. Ну, так везде вот. На боковых, задние двери. Я вот, если видите, вот желтенький этот, как его обозвать, шнур запихал вот в эти полости, да, ну просто чтобы не летело много стружки туда. Стружку эту удаляйте, пылесосом выдуть, короче, ну чтобы просто-напросто потом не ржавело. Все, что там останется в этих полостях, надо тщательно убирать. Ну, вот сзади эти ребра жесткости тоже, естественно, надо удалять. Но там вообще так близко как к наружной оболочке. Прям очень-очень аккуратненько, чтобы не зацепить, не дай бог, наружную оболочку. Ну и, естественно, тщательно обклеиваем. Чем больше обклеишь, тем меньше стружки попадет куда-то в какие-то полости. Ну, в общем, все, что не уловил, то придется потом убирать. Ну вот, тщательно обклеил, и теперь можно отрезать. Вот боковинка готова, теперь передвигаемся к задним дверям. Ну, там та же самая процедура. Обклеиваем. Ну и после того, как обклеили, отрезаем. Вот все ребра жесткости удалил снутри. Теперь готовимся к вырезке бокового окна, ну и в общем-то всех окон. Ну, здесь в принципе все очень просто. Я вот сделал шаблон, об этом я уже говорил. Ну, для удобства, для фиксации шаблона
я взял эти магниты, ну, такие как магнитные чашки. Ими очень удобно, рекомендую. Ну и, естественно, 7 раз меряем и только 1 раз режем. Ошибку нельзя совершить. Ну, в общем-то, готово, стоит как положено, как надо, все отмерил. Теперь отчерчиваем полностью контур. Ну и убираем шаблон. Будем вырезать ляпота. Ну и, естественно, перед тем, как вырезать, все тщательно опять обклеиваем, чтобы стружечка никуда не попала. Это я потом очень плохо убирать. Ну вот, убираем шаблон. В принципе, все готово. Теперь только вырезать. Вырезать буду лобзиком, электрическим лобзиком с полотно по металлу, для металла. Идет очень хорошо. Тоже рекомендую. Я что только не пытался. Болгаркой лучше не надо. Лучше лобзиком 100%. Конечно, потихонечку, аккуратненько. Ну и примериваем окно, чтобы все было чики-пуки. В общем-то, все нормально. Они пока что вклеиваться еще не будут. Я все окна просто вырезал, поднумеровал их все, подписал, какое окно куда, потому что они могут тоже быть разные почему-то. Ну, так оно действительно и есть, потому что брал другое окно, вставлял того же размера, да, но оно, туда не входило. Ну, поэтому, в общем, все подписал, поднумеровал и положил в сторонку. Клеиться, вклеиваться будут позже, намного позже. Это я тоже покажу. Вот, когда я резал окно, я поцарапал краску. В общем, когда будете, если будете делать, тоже так вот вырезать, то очень хорошо обклеивайте. В моем случае это, конечно, не очень страшно, потому что машина будет краситься.